Учитывая то количество личных сообщений, которые мне приходят в различных социальных сетях, а также те комментарии, которые вы пишете под моими роликами, которые периодически выходят, я просто не могу не сделать видео с апдейтом информации о тех авариях, о которых мы с вами уже, друзья, разговаривали на этом канале. Для тех, кто не в курсе, я капитан Максим, это канал Максмастер. Усаживайтесь поудобнее, мы будем потихоньку начинать, но, тем не менее, полный вперед, поехали! Но, друзья, перед тем, как вы начнете просматривать этот ролик, пожалуйста, я вас прошу поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Это очень сильно поможет продвижению этого ролика на YouTube. Ну, тем более, я думаю, что вам не так уж тяжело это сделать. А те из вас, кто первый раз на канале, если вам интересен такой формат, если вам интересны морские аварии, происшествия и в целом рассказы о морской жизни, то, пожалуйста, подпишитесь. Если уже те, кто подписался, еще не поставили колокольчик, не нажали колокольчик, пожалуйста, его прожмите. Все, это было небольшое вступление. Теперь переходим непосредственно к морским авариям. И первая авария, о которой хотелось бы поговорить, вы помните, да, видео практически год назад я публиковал, что судно компании MSC, которое, соответственно, называется MLC Baltic Free, села на мель и далеко, даже не то, что недалеко, а на берегу Ньюфаундленда. Произошло это 15 февраля 2025 года, то есть практически прошел год. Я напомню, что тогда судно село на мель из-за того, что на борту произошел блэкаут. Это 207-метровый контейнеровоз, и на борту на момент происшествия было около 470 контейнеров. Также, естественно, на борту было тяжелое топливо и дизельное топливо, на котором, собственно, и работает само судно. Сразу же, практически после того, как произошла авария, все 20 членов экипажа были спасены береговой охраной Канады посредством вертолета. В тяжелых условиях спасали экипаж, но, тем не менее, береговой охране благополучно удалось это сделать. И вот практически спустя год, я, честно говоря, не понимаю, почему так долго они его стягивают с мели. Ну, возможно, да, плохие погодные условия. Почти спустя год, через 3 недели будет, оно все еще находится там, где оно, собственно, на эту самую мель и село. За это время удалось выгрузить 405 контейнеров, и 65 контейнеров все еще находится на борту. Трюм, так как корпус судна дал течь, естественно, заполнился водой, и на сегодняшний день эти 65 контейнеров все еще не могут выгрузить. Практически все топливо, и тяжелое, и дизельное, было откачано с борта судна, но тем не менее там всегда остается какое-то небольшое количество, так называемое unpumpable, которое невозможно откачать, да, и без какого-то специального оборудования из танков хранения. Также топливо остается в топливных магистралях, машинном отделении, ну и так далее. И какое-то количество до сих пор там есть. Также сообщается береговой охраны, которая постоянно инспектирует береговую линию с помощью катеров, с помощью дронов, что время от времени они находят какие-то обломки, какие-то части этого самого судна, которые выносят на берег, и эти обломки замаслены, они покрыты какой-то, возможно, каким-то маслом, возможно, топливом. В общем, несмотря на то, что большая часть топлива была откачана, окружающая среда продолжает страдать. Сами же власти соорудили импровизированную такую канатную дорогу, по которой они могут попадать как на борт судна, так и спускаться с него. И периодически, время от времени, это они делают. Последняя серьезная инспекция была с 7 и 8 декабря, то есть еще до Нового года. И во время этой инспекции было подтверждено, что корпус судна дал трещину, и он довольно сильно. Но если вы помните мое видео, которое я делал почти год назад, я тогда еще сказал, что по моему субъективному мнению, даже через 3 дня после того, как судно село на мель, по моему субъективному, опять же, мнению, на тот момент оно уже тогда прогнулось, уже судно имело прогиб. И вот сейчас они опять сделали 7 и 8 декабря эту инспекцию, и там четко, там отчетливо видно, что корпус судна уже с перелом где-то в районе миделя судна, где-то посередине, да, если простыми словами говорить. И очень сильный дифферент судно дало на корму.
Так как его, естественно, разгрузили, а в корме находится машинное отделение с очень тяжелым главным двигателем, помимо главного двигателя, там же есть и настройка, там же есть и какие-то вспомогательные механизмы. И, естественно, кормовая часть тяжелее, чем носовая. Судно сидит на мели где-то посередине, и под воздействием внешних сил, внешних факторов, такие как ветер, такие как волны, шторма и так далее, судно, естественно, дало трещину, корпус судна, естественно, дал трещину, и кормовая часть все сильнее и сильнее садится под воду. На сегодняшний день береговая охрана все еще поддерживает сейфти-зону, зону безопасности вокруг судна, чтобы к нему никто не приближался. Ну, это, наверное, имеется в виду какие-то местные туристы, какие-то, ну, любознательные люди, и они готовятся к следующему этапу спасения этого судна, его стягивания с мели. Как они это будут делать зимой и ранней весной, потому что я не знаю, честно говоря, потому что возле Ньюфаундленда в это время года постоянно плохая погода. То есть с момента аварии практически прошел год, и вот сейчас они собираются к следующему этапу спасения. Может, конечно, следующий этап спасения будет где-то летом, но тем не менее, мне кажется, что нужно было реагировать, насколько это возможно, в то время, когда все-таки там стоит хорошая погода, то есть это какая-то поздняя весна, лето, может быть, ранняя осень. А зимой в тех регионах погода просто не позволит снять это судно с мели. Далее, друзья, переходим к событию, которое освещалось последним на моем канале. Это пожар на контейнеровозе One Henry Hudson компании One World Ocean Network Express, которые расшифровываются, вот эти розовые контейнеровозы у них с розовым корпусом. Пожар, я напомню, произошел в порту Лос-Анджелеса 21 ноября 2025 года. И спустя ровно 2 месяца после того, как произошел пожар, его судно покинуло порт Лос-Анджелес. После того, как груз был полностью выгружен, судно покинуло порт Лос-Анджелес и взяло курс на Китай. Конкретно порт называется, простите за мой китайский, но порт называется Чангджианг-Коу. Они взяли курс туда для того, чтобы произвести ремонт после пожара. Естественно, судно не будет утилизировано, потому что пожар, несмотря на то, что он нанес серьезный ущерб судну, серьезный ущерб этому пароходу, простите меня, конечно, за это слово, хотя фактически это теплоход, но мы, моряки, называем их пароходами. Да, пожар нанес серьезный ущерб, но судно все еще можно эксплуатировать, и оно еще прослужит не один год, возможно, даже и не 10 лет своему хозяину. Взяли они курс на Китай, будут там ремонтироваться. Я напомню, что пожар тогда был во время грузовых операций, произошел какой-то взрыв в третьем трюме. Экипаж частично покинул борт судна, некоторые из них остались на борту для того, чтобы координировать пожарные операции, операции по тушению пожара с местным пожарным департаментом. Тогда со стороны Лос-Анджелеса были мобилизированы несколько буксиров пожарных. В порту, кстати, Лос-Анджелеса одна из лучших пожарных бригад, именно портовых по всему США, из всего США, а также около 200 пожарных было мобилизовано. Тогда пожар они не потушили, находясь именно в порту, судно покинуло порт, стало на якорь. И только после того, как заполнили трюм на 80%, тот трюм, в котором происходило вот это вот несчастье, после того, как его заполнили на 80% водой, только тогда смогли этот пожар потушить. После этого судно было перемещено с якорной стоянки непосредственно к причалу, и его начали выгружать. Судовладелец тогда заявил, что это происшествие попадает под общую аварию, то есть General Average, и все расходы будут распределены между судовладельцем, грузовладельцем, а также страховыми компаниями. В общем, его выгрузили, сейчас весь груз стоит в порту Лос-Анджелеса, Юсон-терминал, там же, где, собственно, судно и загружалось, и выгружалось, и ждет своей участи, как-то будут распродавать этот груз на аукционах, что-то покроют страховщики, что-то покроет судовладелец и так далее. Но само судно, как я уже и сказал, следует в Азию, вот в этот прекрасный порт с этим прекрасным названием Чангджианг-Коу для дальнейшего ремонта, и после ремонта опять будет в строю. И, друзья, не отходя далеко от компании One, сразу поясню, что такое компания One для тех, кто не знает. One расшифровывается как Ocean Network Express,
И она появилась в 2017 году путем слияния трех больших японских судовладельцев. Почему розовые корпуса у этих контейнеровозов? Некоторые, кстати, говорили только потому, что там женские полностью экипажи. Это абсолютно не так. Розовые корпуса у них из-за того, что это цвет сакуры, национального цветка или растения, да, Японии. Так вот, в 2017 году путем слияния трех огромных судовладельцев японских компаний MOL, компании NIK и компании K-Line образовался вот такой вот судовладелец, а также оператор контейнеровозов, как компания One Ocean Network Express. И их судно в декабре, 10 декабря 2025 года, чуть больше месяца назад, One Community, которая следовала из порта Лигавр, Франция, в порт Сингапур, попала в сильнейший шторм. One Community — это контейнеровоз в длину 320 метров, который может взять на борт 8102 контейнера в 20-футовом эквиваленте. Так вот, они по дороге с Лигавра в Сингапур попадают в сильнейший шторм. Все это произошло в Атлантическом океане, а Северная Атлантика, в принципе, Атлантика в это время года не очень дружелюбная. И, собственно, попадание в такой шторм привело к тому, что около 100 контейнеров в кормовой части судна были смещены со своих нормальных позиций, то есть крепление контейнеров, флешинг так называемый, не выдержал, и 100 контейнеров просто наклонились. 45 из этих 100 упали за борт, и судно было вынуждено попросить убежища. Им убежище предоставили на Канарских островах, куда они зашли для того, чтобы, соответственно, выгрузить то, что было повреждено, то, что потеряло крепление. И, как заявляет судовладелец, после того, как произойдет выгрузка поврежденных контейнеров, будет, естественно, анализ повреждения самого судна, насколько оно дальше пригодно к плаванию, к хождению по морям, океанам. И после того, как все это произойдет, они планируют возобновить свой voyage, свой рейс и проследовать дальше в Сингапур. Такой коллапс контейнеров на мореходные качества судна как такового не сильно влияет. Да, там будут повреждены направляющие, там будут повреждены леера, будут повреждены переходные мостики, там, где крепятся непосредственно эти контейнера, будет сам крепежный материал очень сильно поврежден. Это все будут раскреплять, там все зажато, все затянуто. Это все можно сделать, и можно сделать довольно-таки быстро. И судно, скорее всего, проследует дальше в Сингапур, там его выгрузят, и они пойдут на какой-то ремонт, потому что это все надо будет ликвидировать, потому что это классовые работы, то есть регистр должен дать добро, во-первых, на переход его с Канарских островов, с Лас-Пальмаса, насколько я знаю, в Лас-Пальмасе они сейчас, и дальше в Сингапур должен дать регистр разрешения на то, что судно может выходить, и, соответственно, после того, как они произведут какие-то ремонтные работы, после полной выгрузки, дальше они будут опять работать и приносить деньги своему хозяину. Меня вот часто спрашивают, что вы будете делать, если попадете в такой шторм. Друзья, мы в такой шторм стараемся не попадать, пока у нас это благополучно получается. Мы постоянно мониторим погоду, нам постоянно помогают наши береговые службы, наш флит-навцентр, они нам присылают какие-то свои сводки, мы все это анализируем и стараемся этот шторм либо обойти, либо переждать, либо как-то идти между двумя штормами. В общем, это часть нашей работы — анализировать и не попадать в такие шторма. Мне, кстати, много раз писали, что уже есть final report, то есть заключение по столкновению судна Дали с мостом в Балтиморе, который, помните, то столкновение, когда контейнеровоз из-за, опять же, блокаута, из-за полной обесточки столкнулся с одной из опорой Фрэнсис Скотт Кей Бриджа на выходе с Балтимора, и мост обрушился. Там были, к сожалению, человеческие жертвы. Тем не менее, друзья, вот ссылочка у меня над головой. Я уже давал свое умозаключение, я уже делал ролик по этому поводу. Пройдите там, посмотрите. Во время этого инцидента с контейнеровозом компании One не было никакого разлива топлива, не попал за борт никакой опасный груз, поэтому окружающая среда, соответственно, не пострадала. Слава богу, тоже не было никаких человеческих жертв, никаких травм, просто вот попадали ящики за борт. И опять же, про попадание груза за борт. Возле Портсмута 6 декабря судно Baltic Clipper
которая работает под либерийским флагом, также потеряла несколько контейнеров. Именно 16 ящиков рефрижераторных реф-контейнеров упали за борт на подходе судна к порту Портсмут, который находится, ну, в порт Портсмут сюда заходят из английского канала, еще некоторые его называют Ла-Манш. Вот, и, в общем, на подходе к порту Портсмут судно попало в шторм, а там очень часто бывает плохая погода, которая заходит из Северной Атлантики, соответственно, в английский канал. Судно попало в сильный шторм и потеряло 16 реф-контейнеров. Все это произошло около 6 вечера, то есть 18:00 по местному времени, всего в 3 морских милях от береговой линии. Они практически уже подошли к Лоцманской станции, то есть вот-вот там буквально 2 мили оставалось до Лоцманской станции, и их накрыла сильная волна, что привело к очень сильному роулингу, то есть это когда судно ложит с борта на борт, то есть питчинг — это когда нос-корма судно ныряет, роулинг — это с борта на борт, сильный большой крен с очень коротким промежутком времени, то есть их начало очень сильно кидать. Вследствие этого, собственно, 16 контейнеров упали за борт. Через очень короткий промежуток времени 13 из этих 16 контейнеров вымыло просто на берег. В самих контейнерах, как я уже сказал, не было никакого опасного груза. По моей информации, в 8 контейнерах были бананы, в 2 контейнерах были какие-то растения, в одном было авокадо, и 5 контейнеров были пустые. Но почему они тогда значатся как реф-контейнеры? Ну, просто, возможно, ну, так заявил судовладелец. Потому что если он пустой контейнер, то мы его обозначаем на грузовом плане как пустой контейнер. Если он с грузом, то мы его обозначаем, соответственно, как реф-контейнер. Тем не менее, да, эти контейнеры все равно, у них есть с внешней стороны какие-то компрессоры, есть электромоторы, которые обеспечивают работу реф-контейнера. И вот эти вещи нужно тоже быстренько все утилизировать, чтобы они никак не могли загрязнить окружающую среду. По заявлениям береговой охраны Великобритании, там проводят сейчас вот эти вот работы по утилизации этих ящиков, по локализации какого-то загрязнения, но не говорится о том, что попали какие-то вредные вещества в окружающую среду, а просто говорится о том, что они стараются вот эти все, вот то, что электромоторы, компрессоры, какие-то провода, какие-то кабели, которые также находятся с внешней стороны реф-контейнеров, они все это пытаются собрать, утилизировать, чтобы его не раскидало из-за плохой погоды, чтобы это все не растащили местные, возможно, какие-то собиратели металлолома, а также кабелей, потому что это все-таки как бы дорогие вещи, и береговая охрана занимается вместе с соответствующими береговыми службами утилизацией и сбором вот этих вот контейнеров, которые вынесла на берег. Дальше, друзья, апдейт по аварии, которая произошла 10 марта 2025 года. То есть практически тоже год назад, 10 месяцев назад, если быть точным. Тогда вы помните, что контейнеровоз, который называется Салонг, который находился на ходу, контейнеровоз шел со скоростью 18 узлов, и он столкнулся с танкером, который называется Stena Immaculate, работающий под американским флагом, с американским, соответственно, экипажем. Танкер стоял, в свою очередь, на якоре, и контейнеровоз столкнулся с этим танкером. То есть контейнеровоз шел 18 узлов, танкер стоял на якоре, и произошло столкновение. Было это совсем недалеко от берега Англии. Это столкновение привело, естественно, к пожару сначала, и вследствие этого также столкновения, также пожара, к сожалению, погиб один из членов контейнеровоза Салонг, 38-летний филиппинец, гражданин Филиппин. На вахте тогда на контейнеровозе стоял капитан, гражданин РФ, которому 59 лет. Зовут его Владимир Мотин. Во время первого заседания суда, если я не ошибаюсь, в апреле или в мае тогда же 2025 года, капитан не признал своей вины. Он сказал, что он не виновен. Сам же контейнеровоз на момент столкновения имел на борту контейнеры с опасным грузом. Но в контейнерном деле это абсолютно нормально. Мы постоянно перевозим опасный груз, и здесь ничего такого нет. На танкере же, в свою очередь, было 220 тысяч баррелей, не тонн, а 220 тысяч баррелей авиационного топлива. По заявлению прокурора со стороны Великобритании, господина Тома Литла,
Так вот, по его заявлению, Мотин, капитан Мотин, послал после того, как произошло столкновение, через WhatsApp сообщение своей жене. Смотрите, вот это вот скриншот. Я не знаю, насколько это правда, но вполне возможно. Это все легко восстановить, все легко почитать. Так вот, по заявлению гражданина Литла, капитан послал сообщение своей жене, что произошло дизастер, то есть какое-то происшествие, да, и он будет обвинен, он будет виновен. На что ему жена ответила, наверное, жена разбирается в морском навигационном оборудовании, она ему посоветовала, чтобы он сказал, что он не видел другое судно на судовом оборудовании. Очень интересно происходит, то есть он не видел ни на одном из радаров, которых у нас как минимум два, X-band, S-band, ни на Эгдисе, ни на Аисе, нигде он, в общем, не увидел это судно. Он тогда, я напомню, был на мостике один, он стоял сам на вахте, то есть не было никакого дополнительного лукаута, несмотря на то, что тогда был туман, а во время тумана нужно вызывать дополнительный лукаут, то есть еще одного, ну, как правило, это матрос или еще один штурман, и стоять вдвоем, смотреть, что за окружающей обстановкой. Он стоял тогда один, может быть, занимался с какими-то своими делами, доподлинно нам это неизвестно, по крайней мере, мне, и произошло столкновение. И опять же, по заявлению прокурора, капитан не сделал абсолютно ничего, чтобы избежать этого столкновения. В общем, суд еще идет, и следующее заседание намечено на следующий месяц. Экипажу же, как и Салонга, так и Стэну Иммакулейт, никакие обвинения не были предъявлены. И из свежих новостей, к сожалению, трагичных, 12 января 2026 года, в момент того, как судно, которое называется Lowland Luck, это балкер, который ходит под сингапурским флагом, в общем, оно покидало Панама-Сити, порт, город в штате Флорида, Соединенные Штаты Америки. И во время того, как лоцман, уже после лоцманской проводки, намеревался и, соответственно, собственно, и покидал борт судна, пересаживался посредством лоцманского трапа на лоцманский катер, что-то пошло не так, он сорвался и упал за борт. Его очень быстро достали из воды, но в результате полученных травм, к сожалению, капитан Брэди, 46 лет, скончался. Он получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Я, честно говоря, не знаю, как это произошло. Ну, возможно, он ударился во время падения, возможно, захлебнулся. Нам пока не раскрывают подробности, пока идет следствие. Но вот такая вот история произошла. И это очень часто бывает, что лоцмана срываются во время того, как покидают борт судна, либо садятся наоборот на судно. Почему это происходит? Это может происходить из-за плохой погоды, это может происходить из-за плохого состояния лоцманского трапа, очень часто это происходит. Это может происходить из-за плохого состояния механизма, который удерживает лоцманский трап, там, ну, смотря какой тип лоцманского трапа, он бывает комбинированный, бывает лоцман садится, вот как последнее мое судно, через pilot door, то есть совсем там коротенький трап. Есть, как я сказал, комбинированный, когда делается подвесной трап и еще один трап металлический. Они комбинируются для того, чтобы лоцман сел. В общем, есть очень много факторов, которые могут повлиять на то, что лоцман сорвется. И поэтому это очень важно следить за хорошим состоянием лоцманского трапа, потому что все-таки там работает, поднимается, спускается по этим трапам постоянно человек, и это иногда бывает очень опасно, особенно во время плохой погоды, когда очень сильный роулинг, когда невозможно сделать подветренный борт. Бывают и такие ситуации, когда невозможно сделать подветренный борт для посадки лоцмана, то есть как-то закрыть корпусом волну, закрыть корпусом ветер еще ладно, но иногда волна бывает такой сильной, что лоцман может и не забраться. Тогда прилетает лоцман, возможно, вертолетом, а возможно и вообще отменяется лоцманская проводка. Но тем не менее, здесь вот произошел вот такой вот несчастный случай, в результате которого погиб человек. Вот это те новости, о которых мне хотелось сегодня вам сообщить. Я сделал апдейт, то, о чем мы уже с вами когда-то разговаривали на канале, о которых вы постоянно спрашивали. Это вот наиболее часто задаваемые вопросы по тем судам, по которым я вам обновил информацию. Также сообщил кое-какие новые подробности о тех происшествиях, которые произошли совсем недавно.
Еще, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их под этим роликом, пишите, не стесняйтесь, я на все вопросы по мере возможности постараюсь ответить. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, прожать колокольчик. А с вами был Капитан Максим, вы были на канале Максмастер, это был выпуск из серии морских аварий и происшествий. Это не месячный отчет, это просто вам обновление информации по тем авариям, о которых мне хотелось вам рассказать и о которых вам хотелось услышать. Все, еще раз спасибо за внимание. Капитан Максим, канал Максмастер, я на связи.